Приветствую вас, Мазели Милздари, с вами Нот. Недавно Гвинт отметил свой первый год жизни. За это время произошло множество интересных событий и важных изменений. Околоигровое сообщество начало обрастать идейными людьми и даже целыми коллективами, которых игра вдохновляет на не только тысячи карточных партий, но и на создание полезного контента, а временами даже на более трудоемкие свершения. Далеко за примером ходить не надо, уже сейчас можно встретить множество интересных и самобытных стримеров и ютуберов. Людей, которые не просто играют в Гвинт, но и готовы прикладывать усилия для того, чтобы сделать его успешным. Гвинт получился достаточно глубокой и сложной в плане геймплея игрой, за счет чего она быстро привлекла к себе внимание как к кибердисциплине. Турниры начали проводить не только CD Projekt Red, но и фанатские сообщества. Но не стоит забывать и об остальных игроках, которые пришли в игру для более казуального опыта. Именно по этой причине со временем появились дек-трекеры. Если кто еще не знает, то объясню. Это программы, которые помогают отслеживать оставшиеся карты в вашей колоде или сыгранные карты противника. Также трекеры обладают иными вспомогательными сервисами, представляющими особый интерес как для новичков, так и для опытных игроков. Первым появился Gwent Tracker, потом с небольшим отставанием появился Gwent Up. Таким образом, к популярным спорам о Трис и Йеннифер добавился еще один. Какую программу использовать, каждый решает для себя сам. Я, в свою очередь, остановил свой выбор на Gwent Up. Причины простые. Я никогда не считал себя консерватором и прежде всего ценил в проектах стремление к развитию. И в Gwent Up я вижу много функционала, который постоянно расширяется, а кроме этого расширяются и цели команды, впрочем, как и стремления. Еще одну монету в мою личную копилку Gwent Up приносит то, что они не просто сделали трекер и остановились на этом, но и создают информационный портал, где каждый игрок может посмотреть статистику по лидерам, их винрейту, матчапам и даже картам. Это позволяет оценить ситуацию в ладере, что очень помогает не только обычным игрокам, но и таким ресурсам, как наш Wildcard. Кроме того, команда Gwent Up русскоязычная, так что с ними можно легко найти контакт, и они внимательно прислушиваются к отзывам. Чтобы разобраться, чего еще стоит ждать от команды трекера и кто все эти люди, я решил пообщаться с Сергеем, одним из создателей Gwent Up. Кроме того, Сергей отвечает за публичное общение. И если говорить на чистоту, то еще с ЗБТ мы находимся с ним в постоянном контакте. Для данного видео я выбрал достаточно распространенный и легкий для восприятия формат короткого интервью. Обязательно напишите в комментариях, насколько этот формат вам понравился и понравился ли вам наш первый гость. Привет, Сергей, расскажи немного о себе, чем ты занимался до Gwent Up и что вас привело к этой идее. Привет, Саш. Я отвечу на первую часть этого вопроса, чем занимались до Гвинтапа. Да много чем на самом деле, если говорить про нашу команду. Мы и игры разрабатывали и разрабатываем в данный момент, и сервисы, в том числе для других игр, ну и многое другое. Как привело к этой идее? Собственно, давно хотели поработать с бигдатой, так называемой. Это большие числа, это аналитика, это статистика. И собрались, посмотрели на Hearthstone, увидели Гвинт, тоже с давних времен любители и книжной серии Сапковского, и вообще, скажем так, Ведьмака серии, линейки, особенно, конечно, третьего, что тут скрывать. Ну и как-то так сложилось, что решили, скажем так, принести опыт Overwolf на Gwent комьюнити, потому что знали, что подобные сервисы необходимы, и если не мы, то кто-то другой. Для незнающих расскажи, что такое Overwolf. Я сам особо не слышал, мне будет интересно. Да, Overwolf — это создатель и один из идейных вдохновителей самого популярного трекера для другой карточной игры, которую, я думаю, называть мы не будем на этом с тобой стриме интервью, но тем не менее, я думаю, все догадаются. Хорошо. Кстати, вопрос о цифрах ты затрагивал. Можешь рассказать, сколько людей используют Gwent Up? Хотя бы примерно. Да, все любят цифры. Здравствуй, Дудь. Не так давно мы взяли рубеж 63 тысячи пользователей нашего приложения, это общее количество. А если говорить о недельном ранке, то в данный момент это около 13 тысяч, каждый день играет в нашу игру. Но в целом, скажем так,
количество игроков сильно завязано на то, насколько недавно вышло крупное обновление в Гвинте. Понятное дело, что если это первая неделя, то у всех очень повышенный интерес, это может быть 20 тысяч человек. А ближе к концу сезона, когда уже все понятно и основная масса игроков, которая гонится не за каким-то высоким местом в ладере, а просто пофаниться зашла, то это, может быть 12, может быть 10 даже временами. Ну, для Гвинта это достаточно, по-моему, неплохо. Ну, ты очень, кстати, вспомнил про Дудя. А вот теперь будет реально такой каверзный вопрос про числа. Такой объем пользователей может давать какую-то финансовую выгоду? Ну, вот у вас есть с этого какой-либо профит? Касательно финансов, тут, в принципе, все открытое. Мы в данный момент собираем основные средства, которые нам на развитие игроки могут пожертвовать через Patreon-систему, и там у нас в данный момент около $150 в месяц, насколько я помню. Также есть еще кошелек на Вимане, там не очень много, но периодически что-то туда тоже падает, и мы очень хотим воспользоваться случаем и поблагодарить всех ребят, кто нас поддерживает, потому что без этой поддержки мы бы не имели такой сильной мотивации актуализировать и разрабатывать в дальнейшем, улучшать, не знаю, наш трекер и не только. Ну, раз мы коснулись вопроса денег, ты работаешь где-нибудь помимо разработки GwentApp? Ну, может, у тебя есть обычная работа, например? Конечно, да. К сожалению, $150 на 6 человек не прокормишься. Ну, это понятно. Но это больше, на самом деле, для нас как хобби. Естественно, я работаю. Последние 5 лет своей жизни я работаю в игровой индустрии, компьютерные игры, и мобильные в том числе. Основная специализация — это комьюнити-менеджмент. Интересно. Ну, ладно, давай поговорим о вашем сайте. Изначально, насколько я помню, у вас его не было. Ну, я имею в виду, была страница для скачивания приложения. Что вас сподвигло на его развитие? Я не помню, отвечал, кажется, на эти вопросы ранее. Сайт задумывался с самого начала. И это одна из принципиальных разниц. Извини, я немножко поподробнее отвечу, потому что тут нужно немного бэкграунда рассказать. Нас спрашивают, чем мы отличаемся от первого трекера, который появился. И самые значительные разницы, которые не совсем очевидны для игрока и, конечно, нашего потребителя-пользователя, это то, что первый трекер создавался из необходимости трекера, а мы создали трекер для того, чтобы в дальнейшем на его основе, используя его как базу, как плацдарм, как платформу, разработать сайт. Поэтому, да, вначале у нас, скажем так, не было сайта-портала, если так можно выразиться, а был обычный сайт, но мы всегда к нему шли. И как только трекер нам позволил отточить те данные, которые, собственно, у нас сейчас имеются, мы задумались над тем, чтобы переносить всю статистику в открытый доступ. То есть, отвечая, если кратко, и подытоживая этот твой вопрос, мы с самого начала хотели и стремились сделать именно такой аналитический ресурс. Интересно, то есть вышло, что трекер — это средство для достижения цели, которая задумана на будущее. Ну, конечно, Классно. да. Более того, если раскрыть немного поподробнее идею, в данный момент статистика, которая у нас имеется и которая, скажем так, необходима многим людям, наша почта, которая представлена на сайте, очень живая, и туда не только баг-репорт или какой-то небольшой фидбэк поступает, но и предложения о сотрудничестве от разных порталов. И основным критерием, и почему к нам приходят люди, это, мы знаем, что у вас есть такая классная штука, как статистика, и мы бы хотели, соответственно, чтобы она у нас тоже была. То есть она всем нужна по большому счету, и да, в этом случай трекер именно необходим был для того, чтобы решить проблему именно с доступом и помощью игрока. Ладно, мы, наверное, забегаем немного вперед, я поподробнее потом расскажу, если будет интересно. Хорошо. Раз уже зашла речь о сайте, то что можно на нем увидеть? В данный момент не очень многое, потому что мы только-только начинаем разработку крупных сервисов. Если говорить о уже запущенных, это главная страница сайта, собственно, с возможностью скачать наш трекер и связаться с нами контактной формой, и коротким описанием основных фичей. Но это немного подустарело, если честно. Мы хотим актуализировать эту всю историю. Я надеюсь, что мы успеем это сделать в первом квартале следующего года.
Вот. Дополнительно, естественно, у нас имеются метрепорты. Недавно, вот на предыдущих выходных у нас вышел, насколько я помню, 22-й уже по счету метрепорт. Мы развиваем всю эту историю вместе с каждым новым сезоном. Я говорю про ранкед в большей степени, потому что логично предположить, что если в начале основная масса игроков находится на 2000 ранкед очков, то со временем они повышаются, и мы идем вслед за ними и открываем новые брекеты. Если вначале у нас, допустим, только на 2 или 2500 брекет открыт, дальше мы откроем на 3, 3500, 4, ну и так далее. Насчет этих вот мета-репортов, насколько они близки к реальности? Часто вижу, что сильные игроки не согласны с положением вещей и считают, что некоторые карды или деки слишком сильные, в то время как их фенрейт в мета-отчетах оставляет желать лучшего. Как это вообще вот можно объяснить? Я могу сказать, что топовые игроки правы. То есть, честно, да, потому что мы возьмем пример. Средняя по больнице там 36 градусов у нас, да, температура, 36,6, если быть точным. Но если один там лежит хладным трупом на, 17 градусов, извините, математику сейчас не могу, наверное, а у другого там горячка на 45, то, логично будет предположить, что в среднем 36,6 правил соблюдается по больнице. Тут скорее нужно оценивать данные, конкретные мета-репорты с позиции, скорее, скажем так, понимания, насколько все в среднем хорошо. Но понятное дело, что на одной и той же колоде, а нетдекинг у нас в игре очень сильно развит в Гвинте, один игрок может показывать винрейт 80% на 4К+, а другой только 50. И вот тут как раз средний разброс будет, не в пользу сильных игроков, понятное дело. То же самое, на самом деле, можно сказать для игроков, которые, или только начинают играть в Гвинт, или играют на достаточно казуальном уровне. Потому что для них кажется, допустим, нереальным винрейт на Короле Брани, герои сегодняшней и предыдущих недель, в 53%, а у них получается только 40%. Понятно. Для этого мы в дальнейшем выпустим дополнительные инструменты, которые позволят классифицировать более подробно нужные брекеты. И вот там выбор как раз будет более такой приближенный к топ-реалиям, я бы так сказал. Угу. У меня есть одна закрытая информация, как она не закрытая. Я знаю, что вы работаете над персональной статистикой у каждого игрока. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Отличный вопрос. Это не закрытая информация, ты прав. Просто мы тестируем в открытом доступе, в закрытом, извините меня, доступе в данный момент некоторые функции, которые у нас еще не общедоступны, что логично. Вот. И да, один из наших проектов — это персональные страницы игроков. То есть то, что должно быть по-хорошему в любой онлайн-игре. Но мы прекрасно понимаем, что у CD Red Project в данный момент времени не очень ярко выраженный приоритет в эту сторону, поэтому мы решили реализовать это с помощью своего функционала и сервиса. И надеюсь, что до конца года это уже станет доступно для всех игроков. А какая конкретно статистика разрабатывается для персональной страницы? Будет ли она чем-то отличаться от мета-репортов? Может, там будут какие-то дополнительные фичи, помимо там всяких лидеров или обычного винрейта? Там планируются самые базовые вещи. Это первое. Общее количество матчей, винрейт, позиция в ладерах, никнейм, конечно же, и дополнительно 3 вкладки. Первая вкладка — это Match History, то есть можно будет посмотреть свою историю игр, и более того, мы просто уже завалены вопросами: покажите, пожалуйста, статистику винрейта первого, второго хода, и, конечно же, мы будем показывать, каким по очереди ходил игрок первым или вторым. Это первая вкладка. Вторая вкладка — это статистика по колодам, более подробная, чем в данный момент представлена в самом внутриигровом трекере. Там можно будет посмотреть статистику винрейта первого хода, винрейта второго хода и насколько хорошо себя показывает колода против каждого лидера. И третья вкладка — это то место, где будут храниться все ваши колоды. Карты, винрейты, все-все-все. При этом, я сейчас говорю, будет храниться, но тут очень важно сразу будет ставить небольшую ремарку, что
мы прекрасно понимаем, что такое личные данные и как люди могут переживать за, скажем так, то, что их могут увидеть другие люди. Поэтому мы сразу же делаем стандартную историю с приватностью. То есть вы сами определяете, что вы хотите показывать другим пользователям. Хотите, открываете все колоды и карты и все остальное любому, хотите, закрываете, и это будет доступно только для вас. Все это можно будет настроить с помощью своего личного аккаунта на сайте GreenTap. Мне, кстати, функция с колодами очень нравится. Мне кажется, для стримера это просто, незаменимая вещь. Можно всех в одно место посылать, образно говоря, да? Вот, все мои деки находятся в одном месте. Очень удобно. Согласен, это удобно, поэтому и делаем. Кроме тех планов, что ты уже озвучил, есть еще что-то в далеком будущем, что вы хотите разрабатывать в плане трекера или вашего сайта? Хоть и для нас GreenTap это скорее такой pet project, то есть pet это значит вторичный, не основной продукт, но мы воспринимаем его больше как хобби и не хотим останавливать, скажем так, развитие. Естественно, будет очень много вещей. В первом интервью, которое я не помню уже, когда мы с тобой писали почти год для назад. Вилдкарта, почти год назад, да, я говорил, что мы хотим сделать Replay Kit. Это такая штука, которая не в видеоформате, но будет сохранять историю именно ваших матчей внутри самого матча, походово, да? Кто какую картонку кинул, как это повлияло на стол и так далее и тому подобное. Вот, это из далеко идущих планов. Из более близких, у нас сейчас в том числе в раннем доступе доступен более оперативный метаотчет. Отличие от основного в том, что он обновляется раз в сутки. Там больше брекетов сразу будет. То есть мы не будем ждать, когда у нас накопится, допустим, необходимых 100 тысяч игр, да, хотя бы для этого брекета. Будем отдавать игрокам раньше. Там больше настроек, и там доступна про-категория. То есть это то, что позволит смотреть на не только ранкет и его ситуацию внутри, но и на то, что творится на про-сцене. Хорошо, про GreenTap мне все ясно, и интересует еще одна такая вещь. У вас там накопилось достаточно много людей в команде, и мне интересно, занимаетесь ли вы еще чем-то, кроме GreenTap, в плане разработки? Скажем так, некоторые люди в команде, они пересекаются по разным проектам, но не все. Поэтому тут я могу рассказать вообще о деятельности, которая так или иначе связана с некоторыми участниками, но будет неправильно считать, что мы прям вот всем коллективом разрабатываем все. Сейчас из имеющихся планов у нас в открытом доступе на Россию лежит в App Store игра, наш первый проект, это пошаговый RPG, выполненная в фэнтези-сеттинге, очень красивая, но она еще, скажем так, требует некоторых доработок, чтобы показать ее на весь мир. Кому интересно, я, наверное, Саше попозже ссылочку скину, если он захочет, он добавит в описание. Второй проект это, точнее, не проект, скорее, это направление. Мы разрабатываем небольшие прототипы игр, удачные, скажем так, берем в оборот и развиваем дальше, неудачные откладываем на полочку, и когда придут более классные идеи, возможно, им воспользуемся. И GreenTap, конечно, куда же без него. Помимо этого, естественно, есть какие-то мои еще дополнительные вещи, которые я делаю, как-то связанные или пересекающие с работой, или моей специализацией. Например, преподавал в высшей школе экономики дисциплину комьюнити-менеджмента, игрового, естественно. И так все по мелочи. Я не хочу все рассказывать, если честно. Ты ответил очень емко, поэтому у меня по этой теме вопросы скорее закончились. Давай поговорим о Гвинте. Ты не против? Давай. Хорошо. Ты вообще часто играешь в Гвинт? Я играю с некоторой периодичностью. Иногда бывает так, что по неделе могу не заходить в игру, а потом наваливаюсь и как минимум отыгрываю первый дейлик точно уже в день, иногда побольше. Угу. У людей, которые играют не очень много, часто бывают любимые фракции. У тебя есть такая? Например, ты играешь там только за нильфов или только за север? Да, есть такая фракция, она у меня появилась на ЗБТ, и с тех пор я ее люблю. Это Скеллиги, Да, конечно, так совпало, и я подчеркнул случайно, что в данный момент она себя очень хорошо показывает, но я, скажем так, собрал себе колоду на ОБТ, на Краханкрайте, и с тех пор
небольшими доработками, там где-то я бронзу поменяю, где-то золото, вот на ней играю. Но я не могу себя назвать на самом деле каким-то проигроком, я больше за какой-то такой личный интерес. Мгм. А тебе как-то тот факт, что ты работаешь над Гвентапом, он тебе дает какие-либо преимущества, например, там мгновенный доступ к статистике, может ты для своих дек подчерпываешь какую-то информацию, которой нет у большинства пользователей? Ну, конечно, такие вещи случаются, чего греха таить, но при этом я четко разделяю, скажем так, понимание, что есть где-то мой личный интерес, и мне просто интересно разобраться, чтобы потом предложить более интересные концепции в плане проекта, развития какой-то статистики, да, добавить и все прочее. Вот. А есть, скажем так, умышленно зловредное использование данного потенциального преимущества в рамках попадения там на широкие турниры или выигрывание призовых фондов. Таким я не балуюсь. То есть я считаю, что это нечестно, и ну, как бы у меня и времени нету столько, и нечестно это, и... Ну, это нечестно, в общем-то. Ну, я тебя понял, окей. Ну, раз уж ты работаешь в сфере разработки, у тебя есть опыт в этом деле, то расскажи, что, по-твоему, не хватает в Гвинте? Разумеется, кроме проблем с балансом, там, коинфлипа и так далее. Ну, такие более большие вещи, нежели локальные проблемы карт и первого хода. Я сейчас попробую сделать некоторое утверждение, а потом его объяснить. В данный момент у игры, в моем представлении, вот если честно, нету больших проблем. Вот. А теперь объясню, что я имею в виду. Просто у меня немного взгляд, на игру не как у игрока, потому что заглянув, скажем так, за изнанку геймдева один раз, да, нормально так, больше года, я бы сказал, рубеж, ты начинаешь оценивать по-другому и видеть эти проекты, игры и все прочее. И сейчас Гвинт, он достаточно самобытен, интересен, у тех людей, которым он уже понравился, его геймкор, так называемое ядро игровое, да, которое вот именно привлекает людей, оно очень хорошее, и я предполагаю, что у людей достаточно высокий ретеншн. Сразу объясню, что такое ретеншн. Ретеншн — это вот ты начал играть в игру, и на какой день ты, условно говоря, устал и ушел из игры. А потом, если, не знаю, отдохнул, вернулся и дальше продолжил играть. Вот ретеншн очень хороший у игры. То есть остаются они долго, и если даже они ушли, они с высокой вероятностью возвращаются обратно. И с этой задачей игра вроде как справляется. Но у нее есть другая проблема, я сам себе сейчас немножко буду противоречить, но тем не менее, что порог хода очень сложный. И, скажем так, разобраться в игре достаточно проблематично. А пока ты разбираешься, игрок, он должен себя ощущать каким-то, не знаю, не глупым, а открывать для себя новые горизонты, и он просто не успевает это сделать, потому что на него наваливается слишком многое. Вот эта вот проблематика есть, но, как сказал Адам Кичинский, по-моему, в своем последнем интервью, они понимают это, и в следующем году они, помимо, скажем так, упрощения самой игры, делать ее, не то что более казуальной, да, а упрощать вход казуальных игроков в нее, непривычных к коллекционным карточным играм. Они, помимо этого, решат, конечно же, и проблему с текущим небольшим стагнацией в плане аудитории, в плане притока новых игроков. Вот, поэтому я на следующий год думаю, что мы услышим очень-очень много классных новостей, и даже не к концу, наверное, года, а на протяжении всего года, там, с интервалом, может быть, в 1,5, может быть, в 2 месяца. Ну да, было бы супер. А как ты думаешь, как эту проблему со входом новичков можно вообще решить? Коротко. Я не геймдизайнер, поэтому мне очень трудно предлагать какие-то или предполагать даже какие-то интересные концепции. Думаю, что, наверное, часть карт будет более казуальна, но при этом останутся такие именно более сложные в реализации карты. То есть фактически это мы видим уже сейчас. Есть карты, которые старого образца, я бы так их назвал. Они достаточно простые в использовании. Не все, конечно, но по большей своей части. Например, размести юнит, получи сразу много силы. Или размести юнит, бафни своих, усиль их. Или размести юнит, ударь другого. Это достаточно простые карты, с ними все понятно. А вот карты типа порченного Эля,
типа Гюнтера Удима и с более сложными условиями, которые, ну, могут быть чуть проще тех, что я озвучил, или чуть сложнее, а их уже перенесут на более, скажем так, поздний период игры. Не знаю как, не знаю, будут ли именно так делать, но в любом случае увидим. Еще касательно того, что я могу добавить, что относительно моей уверенности, что все будет хорошо, это новость, которую я буквально узнал сегодня. Не так давно из компании Riot Games, которая разрабатывает League of Legends, из российского ее офиса, а российская команда очень сильная, ушел один из e-sports менеджеров, киберспортивных менеджеров. И вот сегодня он на своей Facebook-странице заявил, что он переходит в команду CD Red Projekt работать над Гвинтом. Собственно, я думаю, что это тоже как бы не останется без внимания ниша. Все разовьют, все сделают, все классно. Ну, это очень хорошая новость. Я сам, кстати, иногда, когда отдыхают Гвинта, с подписчиками собираюсь в лол играть. Так что... Ну, лол я тоже в свое время 2 годика откатал, но сейчас, к сожалению, что-то уже сильно не тянет. Я больше про то, что команда российская очень сильная у Риотов, очень классная. А в интернете можно найти много информации про нее, про то, что они делают. И вот конкретно этот человек, насколько я помню, он начинал как комьюнити-менеджер в Riot Games, поэтому у него тоже такой есть хороший бэкграунд, и сам он как бы, ну, русскоязычный, хоть и английский, наверное, у него тоже там нейтивный, хороший. В общем, я думаю, мы будем в надежных руках, как игроки. Отлично, ну и давай подведем итоги. Сергей, как ты думаешь, двигается ли игра в правильном направлении? Есть ли у нее будущее? Ну, разумеется, кроме eSports менеджера. Ну, если бы у игры не было будущего, по мнению middle и топ-менеджмента компании CD Red Projekt, то вряд ли бы они ее дальше разрабатывали. Говорили много хвалебных слов, ну, в открытом, скажем так, поле медийном. Поэтому я думаю, что все хорошо. Касательно направления говорить пока рано, но потому что действий не очень много, да. Слов, конечно, много, а действий не очень много. Поэтому мы... Давай так, отвечу. Спроси меня, пожалуйста, об этом в следующем году. Вот. Желательно не в феврале, там, марте, а чуть попозже. Если у нее будущее, да, разумеется, у нее есть. И даже если мы сейчас говорим не в рамках именно Гвинта как игры, то в рамках первого подобного онлайн-продукта от студии CD Red Projekt он очень важен, потому что позволяет набрать экспертизы, собственно, на подобном поприще и поле. И думаю, что в дальнейшем, конечно же, мы увидим намного больше проектов онлайновой тематики именно от CD Red Projekt, помимо крутых сингловых, больших таких AAA брендов. Ну и, опять же, сказал много, сформулировать не совсем просто, но думаю, что все хорошо. Спасибо тебе за уделенное время. Может быть, у тебя есть какие-то пожелания для зрителей? Конечно. Играйте, пользуйтесь аналитикой Гвинта, ну и не забывайте получать удовольствие от Гвинта. Ну, на этой хорошей ноте мы и закончим. До скорых встреч, Сергей. Спасибо, надеюсь, еще позовешь, и к тому моменту у нас созреет какая-то большая партия вопросов от наших зрителей и от тебя, Саша. Обязательно. Ребята, пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат и наш первый гость. Кроме того, можете написать свои вопросы или предложения по поводу трекера. Думаю, Сергей любезно ответит на самые интересные вопросы. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также не забывайте проверять метаотчеты от Гвинта. Все нужные ссылки будут в описании к видео. Вафаэль!